Борис занимался фермерством уже не первый год. Он начинал с возделывания картошки и чуть не прогорел. Никому она оказалась не нужна, ведь у каждого свой огород. В лесе были долги и чуть не лишился родительского дома. Затем он приобрел 100 бочек. Откармливал, а мясо девать было некуда. Напрямую с ними никто работать не хочет и нет реализации. Перекупщики бьют по рукам, снижая цену. Борис сдал бочки на мясо, но только-только оправдал расходы. Слава богу, в минус не ушел. Остался по нулям. Свиней разводить и пробовать не стал. Там еще сложнее, поросята болеют, дохнут. И тут кто-то посоветовал завести баранов и, конечно же, овец. Кто не знает, это одно и то же. Только баран самец, а овца самка. Не смейтесь, не смейтесь. Борис, например, не знал, или вернее просто не думал об этом. Когда он столкнулся с этим и начал увлекаться, открыл для себя много нового. Оказалось, овцы вообще сами регулируют численность стада. Когда надо, они рожают больше, а когда их много, меньше. Еще много чего интересного Борис узнал об этих мохнатых животных. А что? Площадь земель у него позволяла. Он построил навес, запустил животных и прежде всего забыл о заботах и проблемах. Только сено на зиму покупаю. Ну а хочешь, сам заготавливай. Борис не парился. Всегда покупал рулоны и готовое сено. И дело пошло. Баранье мясо пользуется спросом у многих кавказских народов, а у мусульман тоже. Они не спрашивали справки, документы. Просто приезжали к Борису, выбирали барашка, покупали и уезжали. Переселенцев из этих краев было много. Они живут в съемных квартирах и сами держать барашка или овечку не могут. А тут Борис. Скорее всего, он стал чуть ли не самым уважаемым человеком среди них. И рестораны, опять-таки с удовольствием, покупали у Бориса баранину. Все было хорошо. Однажды в дверь к Борису постучалась пожилая женщина, почти старуха. Пробормотала что-то и ушла. Он так и не понял, чего она хотела. Пытался ее кликнуть, поинтересоваться. Может быть, помощь нужна, да и перешагнуть через порог, когда звал. Но старушка и след простыл, как и не бывало, словно испарилась. И с того момента у Бориса опять начались проблемы, хуже некуда. Овцы стали болеть, сено стало портиться. Чего он только не делал. И вот один из старейшин, Аксакалов, который был у него постоянным покупателем, сказал Борису: «Порча на тебе лежит. Бабка старая, но с крючком не приходила». «Приходила, — говорит Борис, — а ты ее домой пускал? Она порог переступала?» — спрашивает старый грузин. «Нет, я сам переступал, когда переспрашивать ее хотел, — сказал Борис. — Это плохо. Ты сам на себя принял то зло, которое она тебе за дверью оставила. Если бы переступил порог утром, то ничего бы не было. С первыми петухами все зло само исчезает. Так что же теперь делать?» — спрашивает Борис. Спросил он чисто из уважения. Он сам не верил в эту ерунду. 21 век на дворе. Какие могут быть порчи с глаза? Мышь не в средневековье. Тебе надо дома завести домового. Он будет сам отваживать неприятности. Я вижу, что у тебя дома нет хозяина. Только возьми маленького и сам вырасти. Тогда все беды уйдут. А старого не бери, он тебе не поможет. Он зачастую сам в помощи нуждается, — сказал старик. Вот не думал я, что у нас и народ верит в такое. Думал, что это только у русских домовые, леший, дикикимары, — сказал Борис. Да ты не думай, а делай. Хранители очага есть во всех народах. Хоть у русских, хоть у грузин, хоть у негров в Африке, — сказал старик и ушел. Легко сказать. Завести домового — это же только тяжело. Пошел на рынок и приобрел парочку, базарный день. Борис хоть и не верил в это, но решил попробовать. А тут еще, как раз на беду, у него овца сбежала, племенная. Но он все-таки решился. Возможно, надо у бабки какой-нибудь у знахарки спросить, как все это делается. Аксакал, аксакалом, а наши традиции как-то роднее, ближе к телу, что ли. Разыскал Борис такую старушку и начал расспрашивать, как ему найти дмового, чтобы еще и младенца. Бабка зажгла свечу, бормотала и говорит: вижу будущее. Не пытайся сделать то, что само к тебе грядет. То, что ищешь, уже само тебя ищет. А как я узнаю то? Спрашивает Борис. Узнаешь что? Бабка словно проснулась вдруг. Но младенец дмовый, как он хоть выглядит?
спрашивает мужчина. Да как обычные младенцы выглядят, только маленький, сантиметров 20 не больше. И личико у него сморщенное, словно у старичка. Может и бородка быть, на гномика похож, только должен быть совсем голенький. Если на нем хоть какая-нибудь одежда имеется, все, он уже не твой, говорит старуха. Вернулся Борис домой. Кругом голова от всей этой бесовщины. И явно ереси. Рассказала Женя, она тоже не поверила. Дури от нас все-то знахарки да колдыны. Только чтобы денег им заплатил, да побольше. Да и в том-то и дело, говорит Борис, что никаких денег она с меня не взяла. Пошла неделя, затем другая. В делах и заботах Борис уши и позабыл о всех этих домовых бабках и аксакалах. У него в районе завелась конкуренция. Богатый, молодой, крепко на ногах стоит. «Давай», — говорит, — «выкуплю твою овчарню, и ты больше не путаешься у меня под ногами». И цену предлагает, ну просто мифически смешную. Даже половина оставшихся у Бориса овец столько не стоит. Так этот молодой прошелыга стал угрожать выкрасть дочку Бориса. Но его открытую, конечно, но косвенно намекал, что с дочкой может случиться неприятность, как с овцой, которую Бориса сбежала, если тот откажется. Так он и об этом в курсе. Тогда, дескать, бесплатно все отдаст. Борис уже и не знал, что и делать, и даже хотел сдаться. «Папа, папа, ты только посмотри, кто к нам вернулся. Там сбежавшая овечка пришла и таких смешных куколок принесла», — кричала утром с позаранка дочка. Было воскресенье, и Борис еще спал. Ну что там еще такое? Только хотел сегодня выспаться. Недовольно пробормотал он. Когда Борис вышел во двор, то обомлел. К нему вернулась та самая сбежавшая овца. Она немного обросла шерстью, и вот в этой самой шерсти, как в коконе, сидели 3 маленьких гномика или пупсика. Голенькие полностью, сантиметров 20 ростом, прямо как настоящие младенчики, только в миниатюре. И у одного из них была тоненькая, седенькая бородка. В руках у каждого из них была веревка, которая словно вожжа обвивала шеи овец. Веревка была явно спряжена из их же шерсти. «Что за диво такое?» – подумал Борис. Куклы словно сами поймали овцу и привели домой. Но они же были всего лишь куклы. И тут мужчина вспомнил слова старушки-знахарки. Так вот, что она имела в виду. «Папа, а можно я возьму куколок к себе?» Стала клянчить дочка. «Нет, милая, это особенные куколки, в них нельзя играть. Их нам Доброфея прислала. Папа тебе обязательно купит других куколок, как их только пожелаешь», — сказал Борис. Он бережно взял младенчиков, положил их в корзинку с мягким сеном, каждому одел какую-то одежку от дочкиных куколок и убрал на чердак. Так ему советовала знахарка. И прямо в тот же день у Бориса выздоровели все овцы, которые болели. А через 3 дня разделись ягнята, от овцы, которые вроде и беременны-то не были. Никто и не ждал такого богатого приплода. Дела с каждым днем стали все лучше и лучше. Однако конкуренту это положение вещей совсем не нравилось, и он решил выполнить свою угрозу. Послал 2 головорезов, чтобы те тайно ночью выкрали дочку Бориса прямо из его дома, чтобы потребовать взамен отдать ему ферму. Когда злоумышленники пробирались с пальцем к девочке, ни с того ни с сего на одного из них прямо сверху упала коса. Ее вроде и не было там никогда. Борис не хранит такие вещи в доме. Задела по касательной, но пальцы на правой руке отрубила. Прямо как в старину рубили вору руку. Не успел он заорать от боли, как вместо него заорал второй. Наступил прямо на ржавый гвоздь и, пропоров ногу насквозь, так и остался стоять с гвоздем в ноге. Переполошился тогда весь дом. Пока второй подбирал свои пальцы, тут и полиция подоспела. Арестованные не стали скрывать, кто и зачем их послал, и конкурент оказался вместе с ними на скамье подсудимых. Посадили всех 3 за попытку похищения ребенка. Борис с тех пор носил дымовым на чердак только самые вкусные вещи, да старался в корзинку понапрасну не заглядывать, да и всем остальным домашним велел тем же самым заняться. Вот такие вот дела. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.